В эфире снова программа «Док-Ток». Со мной вместе моя бессменная соведущая Ольга Арлаускас. И Никита Тихонов-Рау. Да, мы творческая семейная пара, которая живем и работаем в России, снимаем документальное кино, и в этой программе его обсуждаем с нашими дорогими приглашенными экспертами. И сегодня мы поговорим о теме психического здоровья. И с нами сегодня в программе Юлия Лентьева, руководитель по сопровождению школьников, подростков, молодых взрослых с синдромом Дауна Downside Up. Мы хотя с вами договаривались, что я вас покороче представлю, просто представитель фонда Downside Up, но получилось так, как получилось. Анна Портнова, детский психиатр, и Ксюша Рейцен, психолог Центра лечебной педагогики «Особое детство». И, наверное, знаете, первый вопрос, который напрашивается для того, чтобы мы закрутили маховик нашей дискуссии, а вообще где проходит грань психически здорового человека от психически нездорового? Это вопрос, наверное, для всех. Кто первый встал, того и тапки. Кто хочет первый ответить? И все посмотрели на Анну. И все посмотрели на Анну. Замечательно, Анна. Давайте. Ну, на самом деле очень просто. Психическое заболевание начинается тогда, когда у человека меняется его жизнь, когда вот это возникшее состояние, например, невроз навязчивости, мешает ему жить по-прежнему. Он, например, не может доехать до работы, потому что все время возвращается, проверяет, там, закрыл ли он дверь навязчиво. Мы считаем, что у него изменились адаптивные возможности, и этому человеку нужна помощь. Если он живет с какой-то симптоматикой, она ему не мешает жить, работать, заводить семью, мне кажется, что лечить в таком случае человека не надо. Угу. Но послушайте, каждый из нас рано или поздно в жизни забывает и закрыть двери, закрутить кран, и выключить утюг, и там нет никакого синдрома навязчивости, да? Вот поясните чуть-чуть подетальнее. То есть вот человек начинает ощущать внутренний дискомфорт, который начинает мешать ему существовать и жить. Конечно, у него опасения навязчивые, что он что-то не сделал, например, не выключил утюг. И он помнит, что он это сделал, он сфотографировал там на телефон, и все равно вот эта мысль, что а вдруг я автоматически включил, и квартира сейчас моя полыхает. И он вынужден возвращаться, эта мысль не дает ему, например, учиться или работать. Да, вот здесь вот нужна помощь, человек сам от этого мучается. Я так представляю вот концепцию психического заболевания. Когда мы говорим, что человек психически нездоров, часто возникает ощущение тревоги уже у окружающих. То есть этот человек опасен, он не в себе, я сейчас говорю абсолютно таким обычным языком, да, непрофессиональным. Если человек опасен, означает ли это, что он психически нездоров? Конечно, нет. Вот, к сожалению, душевно больные люди с психическими отклонениями, они стигматизируются в нашем обществе. Считается, что если человек с особенностями, то от него можно ждать всего чего угодно. На самом деле исследования показывают, что преступления совершают в процентном соотношении гораздо чаще здоровые люди психически, чем люди больные. Особенно речь идет о жестоких каких-то преступлениях против личности. Это все как бы поведение здорового человека. Ну да, оно не социально неприемлемо. Но у этого человека психических заболеваний может и не быть. А почему? Почему психиатры не поставили такой вопрос, что, может быть, вот это отнести как раз к заболеваниям? Но есть такой, конечно, соблазн, когда человек, например, ведет себя недостойно, матерится, оскорбляет женщин, например, что он, скорее всего, душевно больной. Нет, товарищи. Вот он здоров, к сожалению, он, допустим, моральный урод. Нельзя все плохое отнести, как-то категоризовать терминами психического заболевания. Конечно, нет. В общем, короче говоря, мы с вами наталкиваемся в первую очередь на такое сразу понятийные какие-то вещи, потому что есть психика, есть психология, где грань, это надо разбираться, есть душа. Мы говорим душевно больные, но, в принципе, любому человеку свойственно так или иначе, да, какие-то переживания, душевная какая-то, да. Боль, страдания. Боль, страдания, мы живые, мы все живем. Вот, Ксюш, такой вопрос. Вот вы психолог. Вы работаете только с детьми или со взрослыми тоже? Я работаю в центре, который работает прежде всего с детьми с нарушениями развития и их семьями. И я, как психолог, веду родительские группы родителей детей, которые у нас занимаются. В основном это дети с расстройствами аутистического спектра. Я занимаюсь с их родителями. А что такое аутистический спектр?
Это целая группа расстройств, которые включают в себя разные нарушения взаимодействия у этих людей, у этих детей, и такие симптомы, как разные нарушения взаимодействия, нарушения коммуникации, нарушение воображения. Да, А вот говорят, сейчас какая-то совершенно потрясающая, шокирующая статистика роста количества людей с расстройствами аутистического спектра. В мире она наблюдается. Вы можете озвучить эти цифры? Мне кажется, что в Америке сейчас озвучена цифра, я надеюсь, что она меня поправит, 1 на 59, но в целом по Всемирной организации здравоохранения 1 к 160 где-то. Да, 167, по-моему. 167. Но вопрос, например, в Советском Союзе не было диагноза аутизм, вместо него всем ставили шизофрению. Да? Это означает, что в Советском Союзе были люди с расстройствами аутистического спектра, точно были. Да, правильно ли их диагностировали? Нет, неправильно. То есть я правильно понимаю, что вот 1 из 59 рождающихся детей, да, людей, у него есть те или иные проявления расстройства аутистического спектра. Они могут быть очень мягкими, очень такие софт, но они есть. Вот когда мы говорим про спектр, да, и говорим про разные параметры, это означает, что они могут проявляться в разном объеме, соответственно, это будут очень разные люди. Да? Это может быть человек, как Билл Гейтс, это может быть человек, который совсем не пользуется речью, да, его поведение будет очень полевое, может быть человек, который изобрел Microsoft, и это будут люди, которые в целом могут входить в этот спектр, да, в эту группу. Поэтому напомнить, наверное, нашим зрителям, потому что, наверное, не все наши зрители знают о том, что у Билла Гейтса как раз есть это расстройство аутистического спектра, при том, что он является одним из самых таких визионеров. Он является одним. И вместе с тем, и, может быть, даже и благодаря именно, мы не знаем, мы здесь можем только догадки делать. А вы можете привести пример самого вот такого лайт-варианта расстройства аутистического спектра? Как это можно различить? Вот приведите пример конкретный. Я могу пофантазировать или придумать на вопрос, зачем? Зачем нам приводить такой пример? Для того, чтобы что заметить? Для того, чтобы мы перешли из абстрактных понятий в плоскость такой вот уже конкретного представления, с чем мы сможем столкнуться в жизни. Ну, можно представить себе мехмат МГУ, на котором встретить какое-то количество людей, математиков, скорее это будут мальчики, потому что скорее мальчики поступают на мехмат или на физтех, чем девочки, да, у которых будут своеобразная коммуникация, они будут определенным образом общаться, у них будут, например, очень высокие способности в математике, да, а их способности к общению, к социализации будут отличаться от того, что мы представляем стандартным. Тогда возвращаясь немножко назад к вопросу о болезни. Сейчас это рассматривается как заболевание. Ну, вот такое расстройство, даже в таком слабом проявлении. Это болезнь. Потому что человеку дискомфортно. Или что нарушено его функционирование как члена общества, как потенциального семьянина, оно нарушено. Нарушено. Я прошу прощения, я сейчас начинаю заводиться внутренне, что не должен делать, по идее, ведущий. Это, наверное, как тоже... вы поступаете, Ольга, в таких случаях? Надо пресечь сразу. Да, нет, ну, знаете, это хороший такой, да, профессиональный завод. То есть вот вы привели в пример там мальчика, молодого, не знаю, первокурсника, который прекрасно решает математические задачи, но при этом коммуникационно он может там, не знаю, быть больше в себе, да, и так далее. Это будет такая белая ворона. Ну какая же в этом отклонение? Ну, понимаете, ну это же просто свойство конкретной личности. Да, но представьте себе такого мальчика, который прошел все 10 классов советской школы. И, например, вообще не смог ее закончить именно потому, что, например, такой мальчик может не уметь писать пишет печатными буквами. Он печатает со скоростью света, а пишет он печатными буквами. Хорошо. И советскую школу он не прошел. И никакой мехмат. Ну, означает ли это, что советская школа права, а он болен? Опять-таки, это провокационный вопрос. Сейчас я слышу от многих людей идею того, что да вы что, аутизм – это никакое не заболевание. Вообще они гении, это люди будущего, это все мы не правы, да. Это все мы не правы, что мы их записываем в это самое. Конечно, это такой дилетантский разговор, но люди эти эмоционально что хотят сделать? Они хотят на своих эмоциях сдвинуть вот эту вот грань. Они хотят, чтобы люди, как вот эти мальчики прекрасные, вот из примера, они перешли в наш мир и считались такими же, как мы.
А вот эта дискуссия, насколько вообще правомерна? Эти люди... Ну, это вопросы добро, зло? терпимости и толерантности в обществе. К сожалению, у нас общество еще остается таким достаточно дискриминационным. Нас дискриминируют практически любые группы населения. Стариков, странно себя ведущих людей, людей с психическими отклонениями. Детей у нас дискриминируют, потому что дети лишены многих прав, которые имеют в других странах, к примеру, меньшинство сексуальное дискриминирует. Поэтому эти вопросы нужно поднимать, я считаю, и каждый человек, будь то у него особенности развития психического, или у него нет ноги, или у него болезнь Дауна, должен иметь те же возможности, что имеют другие люди. Как он их реализует, это уже зависит от его способностей, но возможности нельзя ему ограничивать, предоставлять. Давайте зададим вопрос Юлии. Вот вы упомянули про синдром Дауна. А в чем суть этого заболевания? Можно ли это считать заболеванием? Но вообще это не считается как заболевание, да? Это считается состояние человека, да? Это синдром, это человек, когда он живет в этом состоянии всю жизнь. А у людей с синдромом Дауна бывают проблемы с речью, да? Когда она бывает либо нечеткой, либо ее не бывает совсем, или же, да, это опять-таки вот если мы вернемся к спектру, да, людей с аутизмом, здесь тоже все люди разные, они бывают разные. Кто-то, например, хорошо считает и читает, да, а кто-то из людей с синдромом Дауна этого не делает. Я на данный момент вообще являюсь мамой молодого человека с синдромом Дауна, ему 23 года, и он довольно-таки сложный. У него помимо синдрома Дауна еще есть и аутизм, проявление аутизма. И он не разговаривает, да, но совсем, да. С самого детства. С самого детства, да. Альтернативная коммуникация. Да, альтернативная коммуникация. Это очень важно. Да, скажи. это жесты, это эмоции, это картинки, и вот так вот мы с ним общаемся, да. И работая в центре Down Side Up фонде, я просто вижу других ребят, которые, например, спокойно могут напечатать и работать за компьютером, да, которые спокойно могут общаться по телефону. И если даже у нас есть молодой человек, который, например, не умеет писать и читать, но он общается со своими сверстниками в WhatsApp, он это делает смайликами, да, и голосовыми сообщениями. Вот, поэтому все люди с синдромом Дауна очень разные. Скажите, пожалуйста, вот я сейчас начну задавать вопросы, которые, наверное, вот волнуют наших зрителей. Все-таки вы мама, которые прошли огромный путь, 23 года. Вот когда он родился, какие чувства вы испытывали? Ну, когда он родился, мне было 19 лет, и тогда действительно было прям, как-то очень страшно, когда тебе все в больнице, все врачи говорят о том, что от него нужно отказаться, он растение, он никогда не будет узнавать маму и папу. И вот было очень такое сильное давление, и я не единственная мама, которая это прошла. Да, вот, а что скажут люди, да, со стороны, что скажут соседи, и было такое, что и действительно... Папа, вот вы упомянули про папу, папа как вместе с вами эту ситуацию воспринял, и он остался в семье, да, и вы папа продолжаете живет жить? вместе с нами, да, все прекрасно, у нас есть еще младший сын, вот, так что, да, это было для родственников, это был удар, и для нас это был тоже удар, и, действительно, вот, есть такой миф, что дети с синдромом Дауна рождаются после 40 лет, да, у женщин после 40 лет. Но я считаю, что это миф, потому что у меня очень много знакомых, когда именно дети с синдромом Дауна рождались именно в юном возрасте, в 18, в 19, в 20 лет. А вот говорят, что люди, у которых есть такой синдром, что у них другие проявления любви, тактильность и так далее, и так далее. Как вы это ощущаете как мама? Но вы знаете, опять-таки, вернемся к тому, что все разные. Да? Есть дети, которым действительно очень хочется, чтобы с ними обнимались. А есть те, которые, например, хотят обнимашек, не подпускают к себе. Нет, да? есть люди, которые не любят. Да. Вот аутисты многие, я знаю, что не Да. Некоторые очень любят. А некоторые очень любят, да. Вот. И, например, как мне говорят, что вот очень часто мы слышим «солнечные дети», тоже хочется опровергнуть этот миф, да, потому что мой ребенок, он, например, просыпается, он может проснуться с утра с улыбкой, да, и вся семья может быть там недовольна, потому что это утро, это надо собираться на работу.
идти в школу, а этот человек просыпается с улыбкой. Но бывает так, что у него плохое настроение, и он тоже не хочет никуда идти. Вот сегодня у нас была проблема, чтобы встать и пойти в мастерские, потому что вчера был выходной, а сегодня уже трудовые будни. И ему не очень-то тоже хотелось вставать с утра пораньше и ехать на работу. Юля, такой вопрос, наверное, тоже вот ко всем. Если мы уже начали делиться каким-то личным опытом, связанным с этой темой, да, в вашем случае абсолютно очевидно, почему вы пришли в эту тему. А в вашем случае? В какую тему? В тему детскую психиатрию. В детскую психиатрию. Ну, это получилось как-то случайно. Я была взрослым психиатром и начала на одной работе я преподавала на кафедре психиатрии и перешла на детскую базу. И, конечно, меня это затянуло, потому что с детьми очень интересно работать. И мне кажется, это более такая даже благодарная работа, врачебная, и лучше результаты, чем у взрослых, и сложнее диагностика. Это очень интересно. А тема психиатрии почему вас заинтересовала как человека? У меня осложненный анамнез. У меня оба родителя психиатрами были, и дядя у меня был Понятно. психиатр, старшая Наследственно. сестра, поэтому у меня плохая наследственность. Я просто не знала, что есть другие специальности. Слушайте, как это интересно. Ксюша, а вы? Я закончила университет, психологию, работала в благотворительном фонде, который начал помогать Центру учебной педагогики. Я пришла туда 15 лет назад и уволилась с той работы, и пришла, вот 15 лет работаю в центре, потому что на меня произвело в первый день, когда я туда пришла, в качестве благотворителей из благотворительного фонда, нам показали фильм, и то, что я там увидела, это, не знаю, в 10 километрах от этого места, 2005 год, произвело на меня такое силой впечатление, что как-то я не могу забыть эти кадры до сих пор. И я захотела присоединиться к такому делу, которое меняет ситуацию. Что на кадрах? Ну, это 2003 года, наверное, запись. На кадрах дети, которые лежат связанные в смирительных рубашках, по 3-4 человека в маленькой кровати, привязаны к стульям, бритые на лысо. Я... Среди них, не знаю, 30 или 40% детей с синдромом Дауна. Угу. Вот знаете, наверное, в нашей жизни с Ольгой тоже это был поворотный момент, потому что мы тоже однажды оказались вот прямо в таком учреждении. Это был ПНИ. Это не ПНИ был, что это был ДДИ. ПНИ для взрослых, ДДИ для детей. Да, детский дом-интернат в Питере, где было несколько корпусов, и каждый следующий корпус добавлял, потому что это все было хуже состояние. В пригороде, наверное. Да. И когда мы оказались в самом последнем корпусе, это было уже сложно. Вот ситуацию, которая там была, ее было сложно воспринять, что перед тобой в принципе находится человек. Потому что и то, в каком состоянии находились эти люди, и то, в каких обстоятельствах они находились, это все напоминало, если честно, кадры из какой-то компьютерной игры про... Да, это было чудовищные какие-то, очень страшные ощущения. Ощущение у нас с Никитой было ощущение потери такой связи с реальностью, когда ты входишь в комнату, там дети, которые там, не знаю, не растут, допустим, они вот такого вот роста, хотя им достаточно много лет. Которые передвигаются на четырех или конечностях. На четвереньках. И они вот только на четвереньках и ползают, хотя взрослые парни уже. В общем, какой-то... И да, то есть на самом деле тема, которую мы сегодня обсуждаем, она, вообще-то говоря, очень драматичная. И для большого количества людей она определяющая в жизни, и судьбу их определяющая. Вот, поэтому особенно радостно видеть здесь таких позитивных и светлых людей, которые улыбаются, и через этот позитив у них достаточно энергии, чтобы это все менять вокруг себя. Вот как... Я хотела добавить, что там за 15 лет, я просто вспомнила последний раз, когда я была в интернете, в этом интернете, который я видела, как он изменился на самом деле, как наша работа, и работа кучи общественных организаций, и работа всех вот за 15 лет изменили. Это сейчас один из самых продвинутых, да, и прогрессивных центров, в которых есть очень много программ. Что для Центра учебной педагогики основное, программ не амбулаторных,
дневного пребывания, да, когда есть какой-то центр, куда ребенок может приехать, он ездит на учебу, в школу, а там есть разные реабилитационные занятия, а потом вечером он едет домой. Потому что главное, чем мы занимаемся, я уверена, мы с Адамом здесь сходимся, да, это тем, что мы разными способами помогаем и хотим изменить ситуацию таким образом, чтобы дети росли в семье. Любые дети. Любые дети. Должны расти, Любые иметь дети. возможность Любые расти. дети. Да, любые дети. Вот, Анна, как вот любой ребенок должен расти? Конечно, у ребенка есть право жить в семье. И задача государства не создавать резервации для сложных детей, а помогать семье этого ребенка обучить, полечить, адаптировать, дать помощника, чтобы этот ребенок не отрывался и не жил вот в таких условиях. Нам, кстати, специалисты там говорили другое. То есть там была идея того, что а как семья может потянуть такого ребенка? Это нереально, невозможно. А что нам делать с вот этими большими учреждениями, где живут дети ДДИ и где живут взрослые люди с психическими заболеваниями? Это ПНИ. Сейчас вот была, как вы знаете, большая дискуссия, когда планировалось построить очередной огромный такое учреждение. И все общественники, все люди, которые профессионально занимаются этой проблемой, они все просто кричали: нет, только не это. Вы не можете объяснить, что в этом плохого? Вот когда входишь, если там никто не привязан, цветочки, шторки на окошке, более или менее такая столовская вкусная еда, все опрятно, чисто, телевизор работает. Почему все-таки ДДИ и ПНИ это плохо? Вот, Анна. Ну, вы не очень представляете, что такое тысячный интернат, и там нереально иметь отдельные комнаты на 1-2 человек. Это будет от 500 до 1000 комнат. То есть какое-то должно быть помещение, должно быть обслуживающий персонал и так далее, и так далее. И социализация, и индивидуальный подход в таких учреждениях, в муравейниках, он просто нереален. И уже все страны, которые проходили тем же путем, это те же были у них ужасные интернаты, пришли к тому, что все-таки максимум 50 человек, 100 это вот так вот. Это маленькие семейные дома, где проживают люди в удобных условиях. И где нет вот этого, конечно, сумасшествия, что мы видели. Я думаю, что прежде всего для этого должны измениться сами люди, само общество, сами родственники. Ведь, насколько я могла судить по своему опыту посещения ДДИ, о котором мы говорили, родители не чувствуют, что они сделали что-то плохое своему ребенку. Они понимают, что ребенок глубоко болен, ему тяжело, у них не хватает ресурсов, времени, денег, каких-то специальных, методичек, в конце концов, специалистов, чтобы на дому поднимать такого ребенка. Вот скажите, с какого места мы должны начать менять систему? Смотрите, таких детей тяжелых, паллиативных, которым нужен уход, специальное кормление и так далее, их очень мало. Большинство детей не нуждаются в такой постоянной медицинской помощи круглосуточной. Это дети, которые могут жить дома и ходить куда-то, в какой-то социальный центр, типа центра лечебной педагогики, где получать дефектологическую, психологическую, логопедическую помощь, где для родителей какие-то группы психологической поддержки, коррекции есть. Вот. Другое дело, у нас, к сожалению, население не очень богатое. Содержать такого ребенка, тратить деньги на дорогу, нанимать няню, например, помощника, нет возможности. Но если мы посмотрим, какие средства расходуются на эти интернаты, на содержание одного ребенка от 60 до 100-150 тысяч в месяц идет. Представляете? А какова у нас помощь семье, которая воспитывает по инвалидности, сколько получает ребенок, и сколько вы до 18 лет, кстати, это важно, получали как опекун. Я как родитель. Как родитель, да. Но это немного, на самом деле. Это немного, да? Вы дайте родителям хотя бы половину этой суммы и не забирайте эти деньги после 18 лет, потому что после 18 лет мало что меняется. Все равно остается тяжелый ребенок в семье, все равно родители не могут работать в полную
в полную силу. Да. Знаете, проблема, которую вы сейчас упоминаете, она на самом деле касается не только людей с психическими расстройствами и средств, выделяемых со стороны государства на решение этой задачи, но, например, и в отношении пожилого поколения. То есть в нашей стране здесь, к сожалению, пока что государство, если я правильно понимаю, исходит из того, что лучше адресно направлять через государственную машину, нежели чем все-таки предоставлять эти средства семье. Потому что, а кто знает, как семья распорядится этими средствами? А глядишь, там, не дай Господи, пропьют или растранжирят эти деньги. Да? То есть вот здесь вот такой вот момент со стороны государства. Недоверие к институту семьи. Да, наверное, есть в этом какая-то, может быть, и обоснованность, но, безусловно, эту ситуацию необходимо. Я вас уверяю, что контроль за каждой семьей, посещение соцработника – это гораздо меньше финансовая нагрузка на государство, чем содержать вот эти вот огромные… Суточное содержание ребенка нет ничего дороже, чем… Конечно. Вспомогательный персонал. Представляете, там бухгалтер, садовник, повар и так далее, и так далее, и так далее. Это система, построенная на госзакупках, с гигантскими бюджетами, с всеми этими историями и вытекающими последствиями. Надеемся, конечно, и наша программа в этом смысле маленький такой 5 копеек внесет в эти позитивные изменения. Знаете, я еще такой вот хотел вопрос задать. Ну вот смотрите, давайте вот мы сейчас чуть-чуть уходим в профессиональную дискуссию, а мне хотелось бы ее в человеческое пространство вернуть. Ну вот мы все сталкиваемся с таким бытовым русским языком, да и не только, наверное, русским, да, когда люди часто говорят: ну ты что, ненормальный, что ли? Ну ты, слушай, ты с дубу рухнул, ты вообще псих, что ли, да? Ну что ты в ауте сидишь, давай включайся, да? Ну то есть вот это вот все, наш язык, он пронизан вот этими вещами. И вопрос у меня, наверное, вот к вам. Вообще, какая классификация вот реальных психических расстройств существует в мире? Вы можете вот просто перечислить, что есть? Конечно, могу. Но не так давно уже такая дискуссия велась, как вы знаете, ведущая одной из программ называла детей с умственными нарушениями кретинами и идиотами. Откуда берутся кретины? Вот. К сожалению, не удалось... за мой смех просто. Да, к сожалению, не удалось, видимо, донести до этой ведущей, что нет таких слов в медицине, что это ругательство исключительно. Для людей, детей с задержками развития, с выраженными задержками развития во всем мире существует 3 формы заболевания. Это умственная отсталость легкая, умеренная, тяжелая, а 4 глубокая. Вот имбецильность, дебильность, идиотия – это устаревшие названия. И когда была введена МКБ-10, они уже не используются как медицинский язык. В бытовом плане мы говорим идиот, придурок, дурак. Вот. Врачи не пользуются, не может написать идиотизм. Вы, дорогой мой идиот. Да. Ну, написать может быть, коллеге своему, но не пациенту, естественно. Понятно. Вот. Поэтому от этих слов отказываются. А какие слова являются правильными? Только вот если это не в формате… Легкая умственная отсталость. Средняя. Да. Легкая, умеренная, тяжелая, глубокая. Трудно И объяснить дальше такими целый словами. веер. Ну да. И дальше за каждым из этих понятий стоит целый веер уже Конечно, конкретизации. конечно, Да? Конкретизации. Вот правильно говорить синдром Дауна, да? Да, Потому что болезнь, насколько я понимаю, ее можно вылечить, а синдром Дауна Не не вылечивается. вылечишь. То есть Да. особенности Да. развития, Да, скажем особенности так, да, развития, может быть, даже где-то нейропсихологического. нарушение развития, да, но вот в основном мы говорим синдром Дауна, потому что у нас мы проводили тренинг для ребят с синдромом Дауна 21 марта, да, и это День человека с синдромом Дауна, международный день, и как раз рассказывали ребятам о том, что у них синдром Дауна и что это такое, да, потому что не все ребята знают о том, что у них синдром Дауна. Родители пытаются скрывать это, да, и вот здесь мы как раз говорили открыто на эту тему. И одна девушка, она сказала: я не хочу быть человеком с синдромом Дауна. Мы спросили, почему? Ну, так как мы все разные. Она говорит: я ехала когда в автобусе, и я услышала, как сзади говорят «даун». Это даже не то, что это говорили про нее, это говорили просто между собой ребята, да, которые ехали со школы. И они так друг друга обзывали. Но вот она это услышала, и ей стало обидно.
И поэтому, когда мы вот от наших фондов, да, Downside Up и Синдром любви, проводим уроки доброты, уроки добра, то в школах в общеобразовательных мы говорим именно о том, как правильно говорить о людях с синдромом Дауна. И также вот мы тоже призываем, мы говорим, что да, это не, может быть нигде не прописано, но мы призываем вас говорить именно правильно, что это человек с синдромом Дауна. Также мы говорим и про людей с аутизмом, вот, и про многие другие. Да, А формы. скажите, вот опять-таки на волне вот какого-то витка и благотворительность активно развивается в России, и волонтерство, и вообще третий сектор. Вот как-то все больше об этом начинаем говорить. Вот на фоне всего этого вы видите какие-то позитивные изменения? Ну, вы знаете, я вот, например, начала замечать, что общество стало меняться, потому что когда я раньше выходила со своим сыном на улицу, это было, ну, правда, такое цирковое представление, да, вот вывели какого-то непонятного зверька. А сейчас я вижу, что да, на него практически не обращают внимания. А если раньше там где-то посмеивались, да, что вот он какой-то не такой, ну, он действительно, его видно, да. Если, например, человек с аутизмом, то внешне ты по нему не скажешь, если ты смотришь на лицо, ну, насколько я понимаю, да. Да, если ты смотришь фотографию, ты можешь не понять, что у человека аутизм. А если ты смотришь на человека с синдромом Дауна, то его видно. И вот тогда, да, тогда где-то там над ним посмеивались и пальцем показывали. Сейчас нет, сейчас воспринимают как молодого, взрослого, молодого человека. Но еще здесь много играет, мне кажется, от самих родителей, потому что если ты, как ты себя ведешь, да, как ты его одеваешь, как ты ведешь себя с ним на улице, если ты его не одергиваешь, да, если ты понимаешь, что на какие-то вещи можно не обратить внимания, а просто, ну да, вот он так себя ведет, и сейчас это пройдет, и ты прекрасно это знаешь. Если раньше, простите меня за такие подробности, так как мой ребенок все-таки молодой человек, а я женщина, да, и мы едем куда-то вместе, и мне нужно как-то вот помочь ему в туалете, и я его веду в женский туалет, я не могу пойти с ним в мужской. И вот это тоже раньше вызывало какие-то комментарии, да, какое-то неодобрение. Сейчас этого нет. Сейчас, правда, вот этого нет. Вот такой вопрос, Ксюш. Все-таки вы у нас вот профессиональный именно психолог, да, который профессионально этим занимается. Вот мы обсуждаем эти все темы, но получается, что все равно это какие-то такие особенные, специальные люди, к которым мы должны, ну вот это дискурс наш такой, проявить там понимание, как бы, да, готовность приятия, какое-то специальное вот, значит, уважение, какое-то специальное усилие. И вот у меня возникает вопрос, то есть по-любому получается, что вот есть как бы мы, а есть как бы они. И такой вот вопрос, вот эта сегрегация, это разделение, вообще уместно ли оно? Это первый вопрос. И второй, а эти люди вообще способны что-то дать? Ведь человеческое общение – это обмен, правда? Это не то, что я даю, и я вот молодец, что я даю. Вот такой вопрос. Ну, с точки зрения сегрегации, я согласна с Анной, что у нас сегрегация происходит по очень многим разным параметрам, да? Сегрегация разных людей по разным признакам или разным сложностям. И мне кажется, что вот то, что говорила Юля, очень важно, и то, что видно за ЦЛП, Центр лечебной педагогики, 30 лет, это видно, как это изменилось за 30 лет, да? То, что родители перестали бояться выходить на улицы, очень изменила и улучшила жизнь для других родителей. Вот это то, что мы всегда поддерживаем и очень пытаемся создавать такие ситуации. Мы создавали специальные ярмарки, чтобы могли приходить люди и видеть людей с нарушениями развития, да, и видеть, как можно с ними общаться. И если там 15 лет назад, когда я пришла, иногда, очень часто родители гуляли с детьми ночью. Они выходили на площадке ночью, вечером, чтобы можно было покачаться. Особенно, например, если это какой-нибудь аутичный ребенок, да, который может качаться 2 часа подряд. У нас во дворе был такой мальчик. Да. Вот. Лучше это делать было для родителей, спокойнее это было делать вечером. Вот. То сейчас это все-таки меняется в больших городах. Это огромное достижение. Это потрясающе. И мы очень благодарны родителям. Это меняет ситуацию. Потому что когда другие люди видят,
Да, у нас есть такая необычная ситуация в обществе, немножко нестандартная, потому что другие общества в других странах находятся на другой стадии. У нас у каждого человека на самом деле в опыте личном есть какое-то общение на расстоянии вытянутой руки с человеком с нарушениями развития. У кого-то есть племянник с синдромом Дауна, кто-то видел человека с аутизмом. Да? В личном опыте точно есть. А в социальном нету. Их очень мало в кафе, мало на площадках, мало на улицах, их нет в школах пока еще в достаточном количестве. Как только это начнет меняться, ваш вопрос про сегрегацию перестанет существовать. А вторая часть моего вопроса по поводу того, что мы можем не только дать, но, может быть, есть какие-то специфические свойства, как в любом человеке, которые мы можем принять, научиться чему-то. Вот. Это, мне кажется, подход, вот это отличие, я 10 лет провела в Советском Союзе, но помню. Вот этот подход, что член общества, он ценен, потому что он может что-то дать, его ценность определяется тем, сколько и как он может дать. И это определяет кто-то свыше, каким-то своим в рамках плановой экономики. Это непредсказуемая конструкция, да, может быть очень разные ситуации. И мы не можем прогнозировать ни про какого ребенка, самого обычного, да, что он сможет дать, когда он проучится в школе, закончит институт, пойдет он на работу, не пойдет, родит он детей или не родит, захочет он работать или нет, что он будет делать. Мы не можем это прогнозировать, и на самом деле мы не можем от него этого требовать, да, если он, до тех пор, пока он соблюдает закон. Почему в этой ситуации от детей с нарушениями развития мы должны ожидать специального какого-то дохода, да, социального, мы, наверное, находимся в другой какой-то идеологии, да, в которой у людей должны быть возможности, поскольку они им присущи как права. Вот у них есть эти возможности. Я от себя скажу, могу сказать, что есть такое движение, например, Обилимпикс, да, которое вовлекает людей в профессиональную деятельность, в частности, разных людей с абсолютно разными нарушениями, в частности, ментальными, да, и люди себя способны проявлять как великолепные, там, не знаю, пекари, лекари, я не знаю, маляры. Там, волонтеры, маляры, технари, актеры, там, и так далее, да. Еще, насколько я знаю, Юля, люди с синдромом Дауна, взрослые, они трудоустраиваются очень успешно. Здесь нужно понимать, за рубежом, да. Есть, они работоспособны, они могут оказывать помощь, платить налоги. Да, у нас тоже есть такие случаи, но их очень мало. У нас есть опыт, когда наш фонд, мы помогаем в трудоустройстве и в трудозанятости людей с синдромом Дауна. Конечно, это очень долгий процесс, и мы смотрим, подбираем место, да, где может работать человек с синдромом Дауна. Конечно, у некоторых родителей есть завышенное ожидание, когда, например, мы предлагаем работать в кафе помощником официанта, да, а мама или папа считают, что нет только менеджером, да, в каком-то организации, да, в бизнес-компании. Поэтому вот здесь идет большая работа с родителями, и работа с ребятами, и работа именно с работодателями. Когда, вот у нас есть 2 случая, когда вот один молодой человек у нас работает в политехническом музее, и он ухаживает за лабораторными животными. А знаете, еще такой вот у меня вопрос, который, Оля, извини, пожалуйста, что я тебе... Ты спрашивай. Ладно, да. Знаете, последний вопрос, а дальше жена будет продолжать. Я понимаю, что есть огромный вот такое вот разнообразие различных психологических или там психиатрических расстройств. Мягких, жестких, с которыми человек рождается или они приобретаются по ходу жизни. А вообще о каком количестве людей вот в процентном исчислении мы говорим в мире или в нашей отдельно взятой стране? Зависит от заболевания. Считается, что процент, например, больных шизофренией, он всегда в популяции приблизительно 1%. Несмотря на то, что вот были такие эксперименты, например, в фашистской Германии уничтожали людей с душевными заболеваниями,
через 10-15 лет их количество восстановилось в популяции. То есть всегда 1% идет практически на каждое заболевание, в том числе и расстройство аутистического спектра. То есть каждый 100-й, если сложить все, то мы посмотрим, что людей таких достаточно много. Но если речь идет о невротических расстройствах, то есть это легкие, достаточно невротические состояния, тревожные, депрессии, стрессовые расстройства, то считается, что от 30 до 40% населения в тот или иной период своей жизни испытывали невротические расстройства. Ух ты. Если говорить про нарушение развития, да, то статистика может сейчас меняется, потому что изменяются стандарты выхаживаемости. Да? Те дети, которые не выживали, например, недоношенные дети еще там 15 лет назад, сейчас медицина настолько продвинулась, да, что выживают дети очень маловесные, рожденные на очень раннем сроке, и у них выше вероятность каких-то нарушений развития в целом. Вы упомянули про тревожность. Но она у всех бывает, так или иначе. Нет, Вот не у всех. Вы Бывает удивитесь, Никита, есть люди совершенно не тревожные. Я им, конечно, завидую. Да? Потому что они спокойные. Как бы я хотел таким да, быть. вот, да. Это мы отдельно потом с вами поговорим. Конечно, но тревожность как качество личности, может быть, Ксюша об этом лучше расскажет, она может быть, и она в структуре характера. Вот тревожные люди, мнительные, а есть спокойные. А есть тревожность, которая начинает приобретать патологические масштабы, и она мешает человеку. Он постоянно находится в напряжении, волнении, ожидании чего-то. И здесь, возможно, ему нужна помощь для начала психолога, который поможет или научит, как совладать с этой тревогой. Если не помогает, то наша помощь психиатрическая, лекарственная. Оль, ну ты давай продолжай дискуссию, а мы с Анной пойдем. Возвращаемся к утюгам. Выключил, нет? Не, я хотела вернуться к тому, что ты говорила по поводу, что человек не должен давать что-то в эквиваленте денежном, потом мы перешли к трудоустройству. Но, допустим, человек, он не может быть трудоустроен, он по определению не может работать. Мне кажется, он все-таки что-то может дать, но не в том понимании, как государство это может исчислять и на что-то рассчитывать. Наверное, лично тебе твой опыт же что-то по-человечески дает. Мне дает, но мне вообще интересны люди, мне интересно с ними общаться. В этом смысле, наверное, я внутренне не делаю специальных различий, что сейчас я общаюсь с детьми с расстройством аутистического спектра, а сейчас я общаюсь с нашей там Верочкой с синдромом Дауна, а сейчас я общаюсь с ребенком с ДЦП, а тут я общаюсь с какими-то другими детьми или взрослыми. Я, знаете, хотела про профессии, я забыла, не успела сказать, про то, что какие-то профессии были недоступны для людей, их не существовало. То есть уже синдромы или состояния были, а таких профессий не было. Например, программистов не было еще, 50 лет назад. Да? И поэтому эти люди, как этот человек дождя, клеил коробочки в очень дорогом пансионе. Да? А если бы уже была возможность и появились к этому моменту, как только они появились, такие запросы как раз от государства и от общества, да, то оказалось, что для людей с расстройством аутистического спектра есть огромный, для определенных людей есть огромный рынок работы, на которых они точно супер кул. И без них мы тут все со своими телефонами не просуществовали бы ни секунды. Я думаю, что наши зрители в Израиле, вероятно, удивляются нашей такой российской дискуссии и нашему понятийному разбору. Потому что, насколько я знаю, в Израиле выстроена достаточно хорошая, развитая система и образования. Они в армию. Они в армии, да. Они занимают там очень важное место. Да, я так понимаю, что они как раз отслеживают изображения. Они делают очень разные вещи. И это люди, скорее всего, с синдромом Аспергера, но не любой человек с расстройством аутистического спектра. Но вопрос действительно предоставления возможностей. Да? И с опорными нарушениями я видела фотографии в Израиле. Служат люди на колясках вот этих. Креслах, колясках. Вот. То есть какую-то работу они в военном ведомстве выполняют. Мне кажется, отвечая на ваш вопрос, мне кажется, что кто-то сказал, человеку нужен человек. Да? Любой человек, другому человеку, любое взаимодействие что-то дает. И в этом смысле, например, лекция Temple Grandin для меня очень важная. Когда общаюсь с родителями, мы ее часто смотрим, или я ее рекомендую, потому что ее лекция на TED про то, что она всегда хотела общаться. И не было такого, что ей неинтересно было. Просто ее способы
ее возможности, ее ощущения от этого не совпадали с теми способами, возможностями ощущений, которые есть обычно у людей. Когда она смогла с помощью своих родителей, с помощью педагогов, которые у нее были, с помощью окружения социального, которое у нее было в школе и в университете, выработать эти способы, то у нее получилась потрясающая Ксюша, вы жизнь. сказали очень точную вещь. Человеку нужен человек. И все мы с вами живем в пространстве реального мира, но видим мы его все абсолютно по-разному. Сколько людей живет, столько и взглядов, и углов зрения на этот мир. И все мы живем с вами в мире, который наполнен произведениями искусства. И это люди с очень специфическим зрением и умением видеть то, чего не видят окружающие. Предмет вообще отдельной программы. Конечно, это предмет абсолютно отдельной программы, но абсолютно очевидно, как говорит один из героев нашего фильма, отец мальчика с синдромом Дауна Владимир Мишуков, он говорит, что любому человеку нужно что? Ему нужно тепло, человеческое тепло. В И буквальном смысле этого в буквальном смысле этого слова, чего мы каждому желаем, и вам, и себе, и нашим детям, и нашим близким, и так далее. И на этом прощаемся с вами. Спасибо. Всего доброго и до новых Спасибо. встреч. Спасибо.